Здрасте. Вам на Садовую? Да, здравствуйте. Здрасте. Вы такая улыбчивая. Не, все закрылось. Ой. Да, вы теперь можете пристегнуться. Ага, да, конечно. Отлично. Да, просто настроение сегодня отличное, а у вас Да? как? Ну, вот теперь, я думаю, тоже будет хорошо. Так было тут пасмурное настроение, на погоду очень реагирую. А вы, получается, мне еще добавили позитива, так что... Ну, просто такая приятная машина у вас. Блин, если бы, я сейчас перебью вас, если бы я курил, от вас можно было бы прикурить, вы так светитесь. Спасибо, Да. А приятные что комплименты. Я хотела комплимент сказать вашей машине. Так. И вообще, у вас так уютно, и машина такая. Это сейчас в такси такие машины? Нет. Я очень удивлена. Нет, в такси сейчас не такие машины, но в моем такси такая машина. Я думаю, что на самом деле она единственная. Я не знаю, кто еще ездит на... Ну, то есть, скажем так, я в городе и среди знакомых таксистов ни одного человека не видел на такой машине. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Во-первых, потому что, тут надо... Не будет выглядеть, что я выпендриваюсь или хвастаюсь? Нет, что вы, я тоже удивлена, вот я поэтому спрашиваю. Просто дело в том, что этих машин еще не так много в городе, да, они начали там продаваться, ну и продаются не то что плохо, а их долго ждать просто, они, долго собираются, долго идут, поэтому их в принципе не так много, и плюс ко всему, далеко не все купят эту машину для работы в такси. Да. 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 И вы такой мужчина ухоженный. Начинается, Я просто удивлена, почему вам вообще это интересно, работать в такси? Тут я как кокетка барышня должен сказать. На самом деле я давно не был в барбершопе, я недавно переболел, поэтому все еще отхожу от всяких там неприятностей. Обычно я выгляжу еще лучше. Да? Куда еще лучше? Бывает. Ну вы мне прям льстите. Если бы я умел краснеть, я бы уже был красный, честно скажу. Нет, правда, я не понимаю. Просто, мне кажется, уровень зарплат здесь не сильный, как бы вообще. Понимаете, какая история? Здесь история долгая, но каждый сам кузнец своего счастья, у всех свои судьбы, у всех свои линии. Просто я работаю в такси уже там 5-й год, и я потихоньку в этом, бизнесом нельзя назвать, в этой профессии расту. И в определенный момент я просто задумался о том, если я провожу очень много времени в машине, если работа занимает большую часть моего времени, или солидную часть, почему я не могу выглядеть достойно, чтобы хотя бы самому себе нравится, когда я делаю вот так в зеркало, да? Чтобы у меня не было такого, знаете, как я типа... Ну это просто нетипично, я поэтому спросила. А я говорю, каждый сам решает, что ему нужно. И по машине, знаете, сколько меня критиковали по тачке? Они говорят, ты идиот? Идиот! Ты покупаешь машину, не скажу, сколько она стоит, чтобы работать в такси? Ты дебил? Ну, то есть, я брал зеркальце вот так вот, смотрел туда и думал, дебил я или нет. Но потом я делал какие-то организационные выводы из того, что я себе фантазировал в плане того, как должна выглядеть моя работа. И мне казалось, ну ладно, хорошо, я пускай там как назвать-то, критику я пропущу, да, но зато я буду делать то, что мне хочется. А мне хочется работать в комфортных условиях и выглядеть соответствующе. Но на самом деле спасибо, что вы на это обратили внимание, потому что не все обращают на это внимание, а мне приятно. Я думаю, они обращают внимание, просто не озвучивают, просто некоторые стесняются, наверное, не знаю. Мне всегда приятно делать людям комплименты, и я никогда не за это не парюсь. Да. У меня, знаете, идея возникла.
Мой муж просто искал себе личного водителя. Да ладно. Да. Так. Я вот думаю, что, может быть, вы как раз прекрасная кандидатура будете. Вы думаете? Думаю, да. А муж ваш, наверное, может быть, так и не подумает. Нет, почему же? Мы сделаем для него, может быть, фотографии ваши. Ничего себе, прям так все серьезно? Не, ну погодите. Вы мне скажите хотя бы, может быть, по условиям, там, я не знаю, мне с ним не надо будет там что-то... Нет, я думаю, что условия... По деньгам, например, хотя бы зарплату озвучьте, а так сразу... Ну, я думаю, там прекрасные будут условия. Сколько у тебя всего денег? Можешь не отвечать. Нет, пусть ответит. Ладно, 197 лимон. Ну, прошлому кандидату сколько он платил? 200, по-моему. Сколько? Вас устроит? 200? Это пиздец. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Ну это же вроде небольшая зарплата. Меня устроит. Ну как небольшая? Я не знаю, в каком мире вы существуете, но в моем мире 200 это больше, чем хорошая зарплата, я вам могу так сказать. Так и все, теперь можете фотографировать. Да? Конечно. Договоримся. Ну как бы... Я не знаю, может быть, он в этот раз выделит больше своего водителя. У него сейчас хорошие контракты. Поэтому... Ну давайте. Так, вы не будете против, да? Я вас Нет, конечно, фотографируйте. Только не отвлекайтесь от... Ну хорошо, давайте так, а потом против. Да, хорошо. Я сейчас ему немножко напишу информацию вводную, какая машина у вас. А какой опыт, говорите? Ну, в такси я 5-й год работаю. 5-й год. Да. Это отлично. И опытный водитель. Водитель. И вы не курите, да? Нет. Прекрасно. Может, вы еще и спортом занимаетесь? Да. Прекрасно. У меня просто муж спортсмен. Думаю, что ему будет приятно пообщаться с вами. Я не идеал. Ну, отлично. Вообще все очень важно было, чтобы именно не курящий был водитель. Вот. Так, значит, 5 лет. Не курит. Я думаю, что к завтрашнему дню мы уже сможем ответить вам. Ничего себе. Я так рада, на самом деле. Не, на самом деле как быстро... Как интересно меняется жизнь периодически, я вам честно могу сказать. Ну как... Я не знаю, как она. Так, у вас наличные, да, 280 рублей. А давайте еще одну фотографию сделаем. Ну, давайте. Давайте. Да, как раз у нас. Отлично. Ну все, ждите звонка тогда. Хорошо. До свидания. Девушка, а деньги-то 280 рублей. А 280 рублей-то? Ой, простите, конечно, сейчас. Вот, сдачи не надо. Да? Спасибо. Сдача с 300 рублей не надо. Это 20 рублей. Я на самом деле не знаю, что это сейчас было. Не хочется, так скажем, какие-то моменты нехорошие вплетать сюда. Но как-то, мне кажется, слишком уж... Ну, то есть она могла уйти, а я на эйфории, типа, ну ладно, работа все-таки, да, 200 косарей. Ну, хрен с ним, да, наверное, с 200. Ну, хотя нет, меня-то нет, а другого-то, да, можно же запутать, да? Типа, нассать ему в уши, как бы, и не заплатить. Блин, девушка такая вся лучезарная, такая вся симпатичная. А напишите-ка свои, вот, одно, как я это воспринимаю, да, здесь, а вы как со стороны это смотрите, скажите мне, пожалуйста, как это все выглядит. Похоже это на то, о чем я думаю, или не похоже это на то, о чем я думаю, да? Вот так она раз сквозанула, побежала, а я тут пых-пых, запыхтел, потом, ну ладно, 280 рублей, когда работа маячит, да, 200 косарей, как бы. Блин. Ну, не знаю. Блять, возможно, я специфику своей работы теперь в каждом вижу жулика. Возможно, я могу сказать, что это какая-то профдеформация. Ну вот напишите, похоже это или все-таки я этот самый, она просто заговорила. Короче, пишите, и все будет, так скажем, хорошо. Пишите.